Всем привет, друзья! Меня зовут Лена Артси, и сегодня я поделюсь с вами не просто обзором, а своим 4-недельным опытом использования маркеров бренда Ахуху. Эти маркеры наделали шума в свое время в творческом ТикТоке, и на них есть огромное количество отзывов у западных блогеров. Но на нашем пространстве что-либо найти намного сложнее, поэтому мне стало интересно все попробовать самой и рассказать вам как можно больше деталей. Важно сказать, что все куплено на мои деньги. Этот обзор никак и никем не спонсирован, так что мое мнение максимально честное. Итак, давайте разберемся, стоят ли эти маркеры своих денег и что мне в них понравилось, а что вызвало вопросы. Быстро расскажу о цене, потому что это очень важно, и немного о бренде, если так случилось, что вы еще ничего о них не слышали. Я приобретала серию Гонолулу с наконечниками кисть и долото на официальном сайте бренда. Так как я сейчас живу в Европе, то доставку всех товаров я выбирала с их европейского склада в Германии. Но, как видите, у них есть склады в разных частях света, и не могу утверждать, но если вы выберете их склад где-то в Азии, то в таком случае доставка уже будет по всему миру и, может быть, даже в страны СНГ. Но единственное, что на момент записи этого видео именно этих маркеров на складе не было в наличии. Будем надеяться, что это ненадолго. Почему официальный сайт? Ну, потому что так дешевле всего, плюс на остальных, включая AliExpress, сильно дороже, а если быть точнее, то в 2 раза. Есть они и на Wildberries по цене чуть дороже, чем покупала я, но в принципе купить их возможно. Про сам бренд долго рассказывать не буду, чтобы не утомить вас. Просто скажу, что это популярный бренд китайских маркеров, и эта компания себя позиционирует как заботящаяся о нуждах художников. Ассортимент мне показался любопытным. И тот набор арт-материалов, который я у них приобрела, точно не последний. Есть у них как маркеры с наконечниками пуля и кисть, так и непривычные, где на одной стороне мы видим обычное долото, а на второй тоже долото, только меньше. Есть несколько серий с разным чередованием наконечников. Гаммы у серий не одинаковые, цвета не везде повторяются, и самые широкие палитры это у серий Гонолулу и Оаху. А еще мне нравится серия Молокай с экстра широким долотом. Всего 24 цвета, немного, но для больших заливок отлично подойдет. Я прям решила, что куплю такие, потому что спойлер, качество маркеров меня вполне устраивает, и покупать что-то в следующий раз я уже буду с уверенностью и без страха. Начнем с главного – маркеров. Я тестировала полный набор Гонолулу из 320 цветов. Среди них 4 флуоресцентных оттенка, которые, на мой взгляд, бесполезны. Цена одного маркера составляет 2-3 евро, а весь набор обошелся мне в 205 евро со скидкой. Без скидок на момент покупки набор стоил 240 евро, но всегда можно купить дороже или дешевле, так как цена на сайте прыгает. И здесь, как на бирже, нужно ловить лучшее предложение. Начнем с плюсов. Маркеры перезаправляемые. И не только серия Гонолулу, но и вообще самые популярные серии маркеров, которые у них есть. Включая те самые с очень широким долотом. Как вы знаете, этим может похвастаться далеко не каждый бренд, тем более недорогой. Каждый маркер можно купить отдельно, что необычно для китайских маркеров, где если у вас закончатся самые интересные, сложные и ходовые цвета, вам придется покупать новый набор. Что касается палитры, то она здесь огромная. Я сделала выкраску на уже вложенных свотчах, однако бумага совсем для маркеров не предназначена. Она очень плотная, слегка шершавая и немного съедает чернила, поэтому я сделала дополнительную выкраску на двусторонней бумаге для маркеров, которую я тоже купила у этого бренда. И пока вы смотрите на ускоренную выкраску, я выскажу свое мнение об этой палитре. Надеюсь, что бренд продолжит ее развивать и добавит больше оттенков для набора тона, потому что здесь этого сейчас не хватает. Много ярких цветов, как вы видите, некоторые весьма удачные и сложные, но наличие пастельных и промежуточных оттенков отличает те же дорогие маркеры от дешевых, чаще всего китайских. Потому что яркие цвета, например, фиолетовый или ярко-розовый, это не какая-то редкость. Они есть практически у каждого бренда и не являются чем-то инновационным. За ними не надо бежать в интернет-магазин и заказывать их отдельно, потому что они очень интересные и необычные. Да, у Ахуху, безусловно, есть пастельные цвета, и они могут справиться со своей задачей, но как будто бы их количества не хватает. Возможно, на то есть какая-то причина, но если бы меня спрашивали, я бы им посоветовала пожертвовать несколькими яркими оттенками, которые практически одинаковые, и вместо них добавить в палитру расширенную гамму пастельных и промежуточных
оттенков. И это сразу повысит ценность и, как следствие, расширит аудиторию. Плюс этой компании в том, что они слушают своих потребителей. Это не бренд «один товар», как всем известные, простите за это слово, реплики маркеров Touch с AliExpress. Я посмотрела много отзывов в англоязычном YouTube, которым, например, уже лет 5. И там у маркеров Ахуху, например, была только одна серия с наконечником пуля, были номера на колпачках вместо номеров с названиями, и практически полностью отсутствовали интересные сложные цвета, а также пастельная линейка. Ну и, естественно, ни о каких заправках и поштучной покупке маркеров тогда никто и не говорил. И если я не ошибаюсь, тогда у них еще не было набора 320. Но на данный момент мы видим, какую работу они проделали в плане улучшения бренда, а это значит, они работали над палитрой, расширяли ее, меняли облик и дизайн маркеров, так как улучшения происходили именно после отзывов. Поэтому, надеюсь, и это видео не улетит в пустоту. И если уж так получится, что для серии Гонолулу они выпустят новые интересные оттенки, я буду одной из первых, кто их купит. Отдельно я бы отметила их креативные e-mail рассылки и последовательную обратную связь, если ты задаешь им какой-то вопрос, что было в моем случае. Это признак, что на той стороне работает команда с отделом маркетинга и как минимум службой поддержки, что говорит о том, что бренд живой. Я считаю важным об этом сказать, так как отношение, скажем в кавычках, как к простым дешевым китайским маркерам уже меняется, и ты по-другому начинаешь их воспринимать. Но вернемся к палитре, потому что меня опять уже куда-то понесло. Итак, что же касается остальных цветов? Подойдут ли они под ваши нужды или вообще под любой сюжет? Я думаю, что вполне. И тут дело даже не в вашем уровне, он может быть любым, и палитра, скорее всего, закроет ваши потребности. Если вы пишете портреты, то здесь, я думаю, вы найдете для себя гамму. Кстати, у них отдельно продаются наборы с телесными цветами. Анималисты тоже подберут оттенки, здесь бежево-коричневых много, и для пейзажа и ботаники вполне реально найти подходящую гамму. И чтобы не быть голословной, я создала 4 быстрых этюда, чтобы плюс-минус протестировать оттенки. И здесь у меня ярко-красный с элементом анималистики. Смешной собачий носик. Кстати, этот сюжет мы рисуем в отдельном видео, ссылка будет как в описании, так и где-то здесь наверху. Там мы как раз тестируем несколько маркеров и рисуем только этим брендом. Затем я создала быстрый этюд в серых тонах. И что хочется про них сказать. Названия странные. Какие-то сложные, мудреные, логика мне непонятна. Расположить их правильно мне было очень сложно, потому что то, что предлагает их официальная выкраска, мне не подходит и не кажется правильным. И над теплыми серыми им нужно еще поработать, потому что создается ощущение, что цвета друг от друга оторваны и сложно сделать адекватный градиент. Здесь проблема. Громко, конечно, сказано, что это проблема, но тем не менее. Она такая же, как и в пастельных. Мне не хватило самого светлого, почти прозрачного теплого серого для набора тона, растушевки и плавного градиента. Холодный светлый здесь найдется, а вот теплый сразу идет заметным на бумаге, и он только слегка становится тусклее после высыхания. То есть VG 050 это самый светлый, а хотелось бы еще светлее. Я сделала выкраску 3 брендов Ахуху, Touch и Sketchmarker. И самый светлый, теплый и одновременно удачный. Теплый серый лучше всего у Sketchmarker. Он почти прозрачный, и я не знаю, видите вы его или нет. И для набора тона и растушевки он очень пригождается. Но и у Touch тоже хорошие варианты. А вот у Ахуху, есть над чем еще поработать. Критично ли это? Нет, можно справиться и без этого, но старые привычки дают о себе знать, и было бы прикольно, если бы вот эту палитру они дальше расширяли. Там еще есть несколько оттенков, но они темнее. Кроме того, здесь есть нейтральный серый и даже тонер грей, правда один, что неплохо, не каждый бренд может похвастаться наличием таких оттенков, хоть названия тоже не вполне очевидные и логичные. Но и здесь то же самое, как будто бы не добрали промежуточных оттенков. Нейтральные серые очень темные. Нейтральных под названием NG всего 4, а также есть загадочные нейтральные, которые прячутся под названием холодных. Здесь у меня возникла путаница, и я не очень понимаю, зачем так усложнять задачу. Так вот, нейтральных желательно, чтобы было 8-9 под их оригинальными названиями буквенными, чтобы никто не путался. А тонер здесь вообще один, и он темный, и тоже прячется под странным названием. То есть, если вы делаете тонеры, то их тоже должно быть, как минимум 9 от самого темного до светлого или наоборот, и название должно быть очевидное – ТГ.
Как видите, красной нитью проходит эта тема дополнительных оттенков, но мне кажется, об этом важно говорить, чтобы вы смогли принять взвешенное решение перед покупкой, а если бренд нас услышит, это будет приятным бонусом. Также есть серо-красный, серо-зеленый, желтый и даже голубой. Кстати, неплохие. На этом сером этюде как раз мне нужен был серо-зеленый, и я его здесь применила, нашла. Так что, надеюсь, они продолжат расширять гамму, потому что в этом есть необходимость. Далее идет морской сюжет, который я так и не закончила, потому что морская тема немного не про меня. Однако палитра вполне рабочая и бирюзовых оттенков достаточно. Ну, по крайней мере для меня. И своего рода портрет. Ну и также я хотела применить синие оттенки. Те самые, на которые я всегда обращаю внимание и, можно сказать, коллекционирую. Можно было бы создать больше сюжетов, чтобы максимально протестировать всю палитру, но тогда неизвестно, когда бы вышло это видео. И вот, поработав только этими маркерами несколько недель, что я хочу отметить. Они очень хорошо наполнены. Порой кажется, что даже слишком. Не буду это расценивать как негатив, я сочные маркеры люблю, однако все же в этом есть минус в виде испачканного корпуса и крышки. Наконечник кисточка мне показался удобным, и у меня к нему тоже нет никаких вопросов, хотя по отзывам других художников, кому-то кисточка кажется слишком упругой, неудобной. Я ничего подобного сказать не могу, и мне было с ней очень удобно работать, дискомфорта абсолютно никакого. Маркеры отлично смешиваются и тушуются. Здесь точно твердая пятерка, плюс я смотрела опять-таки обзоры, сравнения именно по качеству смешивания и растушевки, где данные маркеры показали чуть ли не лучший результат наравне с копиками. Почти все цвета колпачков совпадают с выкраской. Это очень радует, и, насколько я знаю, когда-то это был именно запрос аудитории. Поэтому еще один плюсик в копилку их клиент-ориентированного подхода. Название некоторых цветов в палитре и их выкраска приводит в заблуждение. Например, цвет BR208 Black Brown черно-коричневый, а по факту он розовый, но входит в палитру коричневых оттенков. Я не понимаю, что это такое. Или, например, карминовый красный что-то делает в желто-красной гамме. Таких странностей здесь очень мало, но они есть. И мне не хотелось бы давать этому простое объяснение вроде «ну это же китайские маркеры, чего ты хотела?», просто исходя из совокупности всей той информации, которая у нас уже есть. Я считаю, что если и быть лучшими в своем сегменте, или, по крайней мере, пытаться предоставить альтернативу дорогим брендам, то нужно обращать внимание на такие мелочи и детали. И еще из забавных моментов это опечатки на колпачках. Это, конечно, мелочи, но до лоска немного не дотягивает. Плюс тут есть два оттенка, название у которых совпадает, причем одно написано с ошибкой, а другое нет. Отвечу на вопрос, так классные это маркеры или нет? Ну, конечно, да. Все те незначительные минусы, которые я перечислила, не перевешивают плюсы. И я продолжу пользоваться этими маркерами, правда, в дополнение к своим любимейшим скетч-маркерам, которые у меня сейчас на вес золота, так как в Латвии они не продаются и не доставляются сюда. Но и это еще не все, что я хотела бы сказать про продукты этого бренда. Вместе с маркерами я также заказывала 2 скетчбука, склейку двусторонней маркерной бумаги и 3 органайзера. Двусторонняя склейка формата А4. Это набор из 60, то есть 120 листов за 20 евро. Выкраску я как раз делала на этой бумаге, и она не подвела. Скетчбуки я покупала за 17 евро каждый. Оба квадратные, один для маркеров плотностью 150, другой для смешанных техник плотностью 200. Их я еще не тестировала, хотя вполне можно было бы нарисовать те сюжеты на них, но до меня не дошло. Но в ближайшее время я выпущу либо рисовалку, либо мастер-класс, где мы с вами эти скетчбуки и протестируем. Когда эти видео появятся, ссылки на них вы найдете в описании и закрепленном комментарии, а также где-то здесь в углу этого видео. У скетчбуков мне очень нравится оформление и наполнение. Оно у обоих одинаковое, несмотря на разные цели, поэтому рассмотрим тот, который для маркеров. Обложка твердая, под кожу, выглядит дорого. Бесконечное количество листов 78, что просто немыслимо, ведь это 156 поверхностей для работы. Мне, наверное, хватит на несколько лет точно. Листы отрывные, и лично для меня это большой плюс, потому что иногда работы бывают настолько удачными, что хранить их в скетчбуке как-то не очень охота. Есть промокашка, хотя хотелось бы, чтобы она была шире самих листов, но я понимаю, почему она такого же размера, иначе она просто не вместится в скетчбук. На последней странице находится милый бумажный кармашек. Я так полагаю, это для выкрасок.
Также есть закладка. Это не какая-то необходимость, но мелочи создают цельную картину. Ну и еще я покупала органайзеры. Думаю записать расслабляющее видео с наполнением этих ящиков маркерами. Если вам такое видео нужно, маякните. Органайзеры деревянные, тяжелые, приходят цельными. Их не нужно собирать. Даже не знаю, что еще можно сказать. Органайзерами сегодня никого не удивишь, и можно найти и подешевле. Но я просто хотела заказать все на одном сайте, раз уж была такая возможность. Итак, подытожим. Главные герои нашего обзора — маркеры, хороши для своей цены, то есть здесь мы учитываем соотношение цены и качества, но требуют дополнения в плане логики и наполнения палитры. Это вполне приемлемый и достойный вариант для тех, кто не хочет переплачивать за премиальные бренды. Я оставлю в описании под видео и также в закрепленном комментарии ссылки на выкраски, и там вы сможете подобрать интересные для вас оттенки и купить их отдельно, если будет такая возможность. Ну, чтобы не покупать весь набор, если в этом нет необходимости. Надеюсь, этот обзор был вам полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, а также делитесь, пользовались ли вы маркерами или другими продуктами Ахуху, и что вам понравилось, а что нет. Спасибо, что смотрели и были вместе со мной, и до встречи в следующих видео.